Это Технозон, привет, ребят! И сегодня у нас обзор Xiaomi Mi Box 2019 года. Именно так я теперь называю Xiaomi Mi Box 3, которую вроде бы выпустили в 2016 году, а сделали из нее конфетку именно в марте 2019 года, когда выпустили обновление, которое, во-первых, решило все проблемы этой приставки, такие как невозможность включить с пульта при засыпании, как отвалы интернета 2.4, как проблемы с воспроизведением некоторого контента в Netflix. Пофиксили некоторые баги, но это еще не все, что они сделали. Именно сейчас вы видите процесс загрузочки обновления и установки этого обновления. Но я вам скажу, самое главное, что они внесли в эту самую Xiaomi Mi Box 3, это автофреймрейт. Такой же автофреймрейт, как у NVIDIA Shield TV. А это означает, что приставка теперь при просмотре контента не дает джеддер эффекта. Если вы до сих пор не знаете, что такое автофреймрейт и джеддер эффект, то идем в описание под видео. Там есть ссылка на видео об автофреймрейт, который есть у нас на канале. Кстати, в окошке видно, что у нас уже установился наш с вами апдейт, и мы, в принципе, можем переходить к обзору самой приставки. Дело в том, что еще вы здесь сможете смотреть YouTube с автофреймрейт и HDR. Я немножечко слукавил, вернее, Smart YouTube TV. Это программа, которая позволяет смотреть YouTube без рекламы с нативным автофреймрейт и HDR. И пример этому мы тоже покажем в нашем обзоре. Но теперь эта приставка действительно идеальна. И мало того, что в 2019 году на нее цена теперь ниже, чем аналоги на менее мощных процессорах, да еще и без сертификации Google. И что мы теперь получаем? Мы теперь примерно за 50 с мелочью долларов получаем Android TV приставку, в которой работает нативно автофреймрейт, в которой есть DTS, в которой работает Chromecast, в которой есть отличный голосовой поиск. И получается, что теперь на рынке у этой приставки практически нет конкурентов. Я считаю ее на март 2019 года абсолютным топом среди Android TV устройств за такую цену. А это значит, что если вы пойдете в описании под видео, там есть ссылочка на этот самый Xiaomi Mi Box 3. Да, они еще продаются, их еще достаточно много, но спрос уже растет, поэтому торопимся. То вы поймете, что за эту цену вы не возьмете ничего лучше с нативным автофреймрейт, голосом и Android TV. Лишенную каких-либо проблем, теперь не нужен роутер 5 ГГц, теперь не нужно мучиться с передергиванием после сна. Мы просто включаем и пользуемся. Если кого-то пугает Android TV и урезанный Play Market, то у нас на канале есть вот такое вот видео, где можно настроить ваш Smart TV Box вообще без каких-либо проблем. Я, кстати, ссылочки на различные варианты настройки этого самого Xiaomi Mi Box 3 положу тоже в описании под видео. Ну и само собой, перед тем, как перейти к обзору этого самого апдейта Xiaomi Mi Box 3 2019 года, я вам напоминаю, что на канале у нас производится розыгрыш вот такой вот шикарной NVIDIA RTX 2060. Правда, это происходит на момент съемочки этого видео. И если вы пойдете в описании под видео, то там есть ссылочка на этот самый розыгрыш, вернее, на все условия этого розыгрыша. И если там уже нет розыгрыша этого NVIDIA RTX, то там 100% есть какой-нибудь другой, не менее интересный розыгрыш. Ну а также, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры, все наши дальнейшие новости и очень интересные видео, советую нажать подписаться и колокольчик. И в описании под видео вы также можете найти ссылки на наши паблики Facebook, Viber, Контакт, Telegram и мой личный Instagram, если кому интересно. Ну а теперь я говорю вам, хава-банга, ребята, это же Бубльгум, поехали! Ну что ж, из обновления-то мы вышли, давайте теперь посмотрим, что у нас поменялось. Заходим в обустройстве, у нас получается версия так и осталась 8.0.0, но какие-то изменения должны быть. Во-первых, поменялась сборочка. Дальше, что же у нас еще поменялось в меню? В меню у нас в принципе ничего не поменялось, кроме того, что у нас нет Playback Settings, не помню, был он в старой версии или нет, но на сейчас Playback Settings нет. Но почему это важно? Дело в том, что здесь теперь есть нативный автофреймрейт, как в NVIDIA Shield TV. И мы посмотрим, как он работает, мы его проверим, обязательно проверим в различных приложениях.
Во-первых, ребята пообещали, что они пофиксили включение и выключение. Теперь приставка не засыпает. Это действительно так. Мы клацали раз 10 или 20, включали, выключали, она у нас засыпала. И действительно, она работает в этом плане четко. Включается на ура. Также они пофиксили Netflix. Это для любителей Netflix. Мы на нем останавливаться не будем. И пофиксили Wi-Fi 2,4 ГГц, который постоянно сбрасывался. Начнем мы с системных тестов, и Wi-Fi будет один из ближайших моментов, которые мы проверим. Во-первых, давайте посмотрим, что у нас творится в AIDA 64. Это все тот же Mi Box 3. Центральный процессор. А вот центральный процессор у нас работает на частоте до 2 ГГц. Кстати, если мы его сейчас поднагрузим, то он покажет реальные 2 ГГц. Это очень удивительно. Не знаю, каким образом у Xiaomi получилось разблокировать процессор до 2 ГГц, ведь iMlogic S905X до этого очень сильно хромал. Именно на таких частотах. Но дело в том, что она показывает частоты до 2 ГГц. Вот, пожалуйста, сейчас был скачок до 2, мы при переключениях на пиковых нагрузках получается 2 ГГц. Температуру так мы и не можем посмотреть. И кодеки у нас VP9 on 2. А это значит, что мы можем попробовать посмотреть Smart YouTube TV ролики с HDR. Что ж, тоже попробуем. Давайте все-таки разберемся с Wi-Fi. Для начала мы протестируем с вами Wi-Fi. Введем в настройки Wi-Fi. У нас сейчас подключено 5 ГГц. Тестировать мы будем через чудесную программу. Мы ее сейчас выведем Analyty. Это Analyty Wi-Fi Tester and Analyzer для Android TV устройств. Приставка показала на загрузку 124 мегабита и на выгрузку почти 95 мегабит. И на такой скорости мы видим, что есть возможность смотреть 720p, 1080p, 4К, 4К Ultra HD полный, который и 8К. То есть данной скорости хватит для того, чтобы просмотреть 8К контент. Но что теперь с 2,4 ГГц? Я вам скажу сразу, 2,4 мы тестировали очень долго. С 2,4 ГГц теперь проблем в Mi Box нет вообще никаких. Мы сейчас с вами подключимся к Analyty, и вы увидите скорость. Пожалуйста, 40 мегабит на загрузку и 9 мегабит на выгрузку. На загрузку это вообще отличная скорость, и этой скорости нам хватит для того, чтобы просмотреть контент 4К. Вот как-то так, ребят. Чтобы вы понимали разницу между Analyty и спид-тестом в референсных тестах, то можете увидеть, что в спид-тест это выдаст еще больше скорость. То есть, если в Analyty выдает 120 на загрузку и 90 на выгрузку, то в спид-тесте вообще показывают 164 на загрузку, 150 на выгрузку. 2,4 ГГц покажет результаты еще выше. Поэтому со скоростью мы поняли, что теперь с интернетом у нас проблем нет. Команда Xiaomi разобралась. И с периодическими отключениями, с выключениями она разобралась, но они сделали чудо. Они сделали автофреймрейт нативный, как в NVIDIA Shield TV. И мы с вами его сейчас будем проверять. И мы, получается, переходим к оценке мультимедийных возможностей. Но для начала мы проверим стандартный YouTube на 4К 60 FPS. 4К 60 FPS на Xiaomi Mi Box 3 играет просто шикарно. 2 стартовых дроп-фрейма, и это воспроизводит просто шикарно. А мы не будем на этом останавливаться. 4К 60 FPS идет без проблем. Поэтому мы немножечко обратим с вами внимание на другие моменты. Что раньше Jellyfish работал идеально, 400 Mbps в секунду, 4К Ultra HD, 10 бит, он и сейчас работает идеально. То есть приставка способна, например, с жесткого диска воспроизводить самые тяжелые фильмы, которые вы можете ей подсунуть. А вот теперь нюанс. Мы проверим ее на Jodder Test и работу так называемого автофреймрейт. Так вот, автофреймрейт работает просто идеально. Конечно же, вам придется использовать Vimeo Media Player, примерно точно так же, как это делается в NVIDIA Shield. Если кто-то запустит автофреймрейт еще и в другом плеере, то милости просим, бросайте название в комментарии под видео, мои подписчики вам скажут спасибо. Но перед тем, как мы включим тестовый файл, мы сходим с вами в Vimeo Player и включим поддержку этого самого автофреймрейт в самом Vimeo Player. Идем в опции, идем в настройки. И вот здесь вот у нас есть использовать автоподстройку частоты обновления ТВ. Включаем эту опцию обязательно. И включать Ultra HD режим ТВ при проигрывании контента Ultra HD.
Это, кстати, обалденная штука. Дело в том, что вы можете сделать интерфейс Xiaomi Mi Box 3 в разрешении Full HD. Работать интерфейс будет намного плавнее и интересней. И при этом Vimeo Player при просмотре 4К фильмов, например, онлайн, либо с жесткого диска будет автоматически переключать не только частоту телевизора, а еще и разрешение вашей приставки под то разрешение, которое идет в самом оригинале контента. Так что мы с вами такую настроечку сделали, и давайте запустим тестовый файлик. Идем в Download, у меня записан Jodder-тест от artings.com, а это очень экспертная компания. Мы будем это фотографировать с выдержкой 1 секунду. И сейчас мы с вами запускаем Jodder-тест, и вы увидите уже в фотографии, у нас одновременно на сплиттере, на рекордере стоит огромный телевизор LG UK6220, это Ultra HD телевизор. Сейчас у нас приставка работает на частоте 50 Гц, и мы запускаем этот самый файл. Вот пошел наш Jodder-тест. Сейчас ребята производят фотографирование. Фотография у нас есть, и вы ее видите сейчас на экране. Вот такая вот ситуация. Jodder нет, и реально автофреймрейт на Xiaomi Mi Box 3 работает абсолютно правильно. Это правильный автофреймрейт. Теперь, если вы будете использовать Vimeo Player при проигрывании контента, например, в Lazy Media Deluxe, торрент онлайн, либо фильма онлайн, то Vimeo будет переключать в зависимости от потока вашу частоту телевизора. И все будет работать предельно правильно. Если кому интересно, как проверить Jodder эффект, то у нас на канале есть видео об автофреймрейт. Пожалуйста, милости просим, смотрим. Но это еще не все сюрпризы, которые у нас есть на сегодня с автофреймрейт. Есть такой себе Smart YouTube TV. И у нас, кстати, есть обзор этого Smart YouTube TV на канале. То есть мы сейчас включаем с вами любой ролик на этом самом Smart YouTube TV. И здесь есть функция автофреймрейт. То есть мы можем ее включить, она у нас сейчас включена. И у нас будет работать автофреймрейт в YouTube, в Smart YouTube TV. Ну что ж, пошли проверим, как работает эта самая функция. Вот мы с вами нашли Artins 24P Jodder-тест. И поэтому мы сейчас проверим, как работает в YouTube автофреймрейт, вернее в Smart YouTube TV. Поехали. Вот пошел Artins. Мы специально включим рамку для того, чтобы было видно, что это YouTube, и фотографируем. Вуаля, пожалуйста, вот вам фотография на экране. Она показывает, что в YouTube на Xiaomi Mi Box 3 работает автофреймрейт, нативный автофреймрейт. Кроме того, на Smart YouTube TV, на Xiaomi Mi Box 3 вы можете смотреть ролики в HDR. Мы включаем ролик с HDR. И вот, пожалуйста, у нас работает ролик с HDR. К сожалению, мой рекордер не передает HDR картинку, но вот фотография вам, и убедитесь, что и профиль, и значок появился HDR. Все работает в HDR. Короче, Smart YouTube TV на Xiaomi Mi Box 3 работает и с автофреймрейт, и с HDR. Ребята, это же просто прекрасно. Главное нам теперь еще проверить один момент. Не потеряла ли способность приставочка воспроизводить кино 4К контент? Давайте попробуем посмотреть Aquaman, MP4 4К. Выбираем Vimeo Media Player. И все, 4К фильм работает идеально. Мало того, у меня сработал автофреймрейт, моргнул экран и частота переключилась. Ребят, не знаю как вы, но меня Xiaomi Mi Box 3 теперь удивляет все больше и больше. С 4К у нас получается проблем нет. Попробуем работу на торренте. Чтобы долго не бегать и не искать, попробуем вот такой вот интересный RIP на 7 гигабайт и выберем тот же самый Vimeo Player. И, пожалуйста, фильм тоже заработал. И, кстати, автофреймрейт сработал тоже. Слушайте, ну супер же работает, поэтому у меня как бы нареканий нет. Ставка сейчас, по сути, работает с торрентами, с автофреймрейт, она работает с YouTube, со Smart YouTube TV с автофреймрейт, с HDR. На фильмы с жесткого диска тоже будет воспроизводить с автофреймрейтом. Все это через Vimeo Player, нативный автофреймрейт и прелестно. Запущу, конечно, еще IPTV для проверочки. Перейду сразу в HD каналы. Допустим, какой-нибудь Viasat Nature. Ну, с IPTV тут вообще я не ожидал никакого подвоха. Работает все просто идеально. Вот VIP Мегахит, VIP Comedy. Блин, нет, все, с IPTV даже связываться не хочу, все супер работает.
Ну и конечно же мы должны с вами проверить голосовой поиск, что с ним произошло после апдейта. Пробуем. Самый лучший фильм. Голосовой поиск срабатывает просто отлично и с первого раза. Ищет во всех поддерживаемых приложениях, поэтому с голосовым поиском с главного экрана у нас проблем нет. Давайте попробуем голосовой поиск в YouTube. Самый лучший фильм. Тоже проблем нет. Еще раз попробуем. Сиреневенький неоколониализм. Вообще огонь, слушайте. Он очень круто распознает. Он распознает даже очень сложные поговорки. Но как быть с голосом в сторонних программах? Давайте попробуем тот же Lazy Media Deluxe Pro. Аватар. Супер. Ребят, по голосу вообще нареканий и вопросов. И все мы с вами еще прекрасно понимаем, что на данной приставочке можно и поиграть. Это для тех, кто изначально вообще не знаком с Xiaomi Mi Box 3. Кстати, у нас есть видео на канале, как на ней играть в World of Tanks. И это видео достаточно популярное, люди играют. Ссылочку на это видео я положу в описании под видео. Мы с вами сейчас просто проведем 3D Mark тест. Вы посмотрите, что для 905X процессора результаты она выдает достаточно ощутимые. И как мы видим, 3D Mark у нас показал 4185, что в принципе для 905X процессора очень даже высокий показатель, один из самых больших. Чтобы вы понимали, например, Belink GT1 Ultimate на S912 процессоре выдает 4700. Или 905X2 процессоры в среднем выдают 4600, 4800. Конечно, есть уникальные позиции, которые выдают больше 5200, 5300. Как-то слишком маловато отрыв между 905X и 905X2. Ну что ж, на этом можно играть. У нас также есть на канале видео про игры на Xiaomi Mi Box 3. Ну а я в принципе уже готов пройти и прорезюмировать данную приставку вообще после ее обновления. Ну что ж, ребят, наконец-то он идеален. Эта приставка идеальна. За какие-то 50 с мелочью долларов вы можете получить сертифицированный Google девайс с полностью рабочей прошивкой, с нативным автофреймрейт и отличной функциональностью. 4К без проблем, игры без проблем. Правда, игры оптимизированы Android TV. IPTV без проблем, YouTube 4К без проблем. Мало того, на Smart YouTube TV вы можете теперь смотреть еще и HDR YouTube и YouTube с автофреймрейт. Так что очень много всего интересного кроется в этой коробочке. Я думаю, она нам еще преподнесет много полезных и интересных сюрпризов. Так что мнение команды Технозон таково, что в этом ценовом диапазоне конкурентов Xiaomi Mi Box 3 на данный момент, на март 2019 года, нет. И мы рекомендуем его к приобретению. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, то ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.